Привет всем! За эти годы у Чингука и Тэхёна было много похожих моментов. Несколько раз Чингук обнимал Тэхёна, словно защищая его от чего-то. Он целовал Тэхёна в лоб, как бы успокаивая его или приветствуя очень интимным образом. Когда два человека хорошо знают друг друга, они точно знают, что нужно другому в любой момент. Чингук всегда, кажется, знает, когда Тэхёну нужны крепкие объятия или нежный поцелуй, чтобы почувствовать себя лучше. Многие заметили, как Чингук всегда делает все возможное, чтобы защитить Тэхёна, проявляет к нему особую заботу, которая обычно наблюдается только между очень близкими людьми. На видео, которое мы видели, Чингук очень нежно обнимает Тэхёна, он гладит его волосы, а затем очень естественно целует его руку. Такие объятия показывают, что они оба чувствуют себя очень комфортно друг с другом. Когда два человека могут прикасаться и обнимать друг друга без неловкости, это свидетельствует об очень особой связи. Кажется, Чингук точно знает, как Тэхёну нужно это прикосновение, чтобы чувствовать себя комфортно. Это не просто обычное объятие, а объятие, которое говорит: «Я здесь с тобой, и я тебя очень люблю». В последних кадрах мы видим, как Чингук и Тэхён продолжают демонстрировать ту же особую связь, они обнимаются сбоку, разговаривая, и Чингук очень естественно целует Тэхёна в плечо. Даже в мимолетные интимные моменты они продолжают выражать свою привязанность с помощью маленьких жестов, которые говорят громче слов, словно между ними существует тайный язык, наполненный объятиями, поцелуями и ласками, которые понимают только они двое. Хотя в последнее время мы не часто видим их вместе из-за их напряженного графика работы в агентствах, многие очень скучают по Чингуку и Тэхёну. Однако важно набраться терпения, потому что когда они наконец снова появятся вместе, долгое ожидание того стоит. Мы знаем, что они всегда позволяют нам быть свидетелями той любви, которую мы так любим и которой восхищаемся. Их отношения с каждым днем становятся все крепче, даже когда они физически не вместе, потому что истинная привязанность не угасает с расстоянием. Напротив, расстояние часто углубляет чувства и делает каждую встречу более значимой. Самое замечательное в отношениях Чингука и Тэхёна – это то, как эта привязанность продолжает расти без ограничений. Хотя некоторые могут испытывать грусть или ревность из-за их близости, правда в том, что их связь крепнет с каждым днем, им не нужны грандиозные жесты, чтобы показать свои чувства. Простое объятие, поглаживание волос или поцелуй в руку достаточно, чтобы передать глубину их чувств. Их способ выражения привязанности учит нас тому, что самые искренние отношения не нуждаются в громких заявлениях, они существуют в мелочах повседневной жизни. Отношения Чингука и Тэхёна характеризуются постоянным вниманием, которое выходит за рамки места и ситуации, в толпе или наедине их взгляды часто встречаются автоматически, отражая связь, которая выходит за рамки обычных привычек. Это взаимное внимание проявляется в тихих, но ощутимых моментах заботы, они всегда готовы защищать и поддерживать друг друга. Их повседневные жесты показывают связь, построенную со временем на искреннем понимании и заботе, им не нужны слова, их выражения лиц и действия говорят сами за себя. Яркий пример этой связи можно увидеть, когда Тэхён получает травму, пока другие участники и съемочная группа обсуждают, сможет ли он выступать, Тэхён настаивает, что с ним все в порядке. Тогда вмешался Чингук, объяснив, что выступление может фактически ухудшить состояние Тэхёна, несмотря на то, что он был самым молодым участником, его мнение сразу же было учтено. Реакцией Тэхёна было опустить взгляд, простой жест, выражающий благодарность Чингуку за его заботу о его благополучии, даже когда он был готов проигнорировать это. Этот момент подчеркнул защитную роль Чингука и то, как Тэхён с благодарностью принял внимание. Еще один запоминающийся момент произошел во время прямой трансляции в США. Чингук упомянул о своем желании выпить, но Тэхён отказался. Его аргументация была простой, но содержательной. Тэхён знал, что у Чингука болит живот и он принимает лекарства. Отказ был не проявлением сдержанности, а скорее признаком глубокой обеспокоенности. Отсутствие Чингука и Тэхёна на сцене было ощутимым, многие чувствовали пустоту в этот период ожидания.
Однако хорошие новости пришли, когда BTS подтвердили бесплатный онлайн-концерт, который будет транслироваться 20 марта. Это событие ознаменовало начало новой эры для группы и поклонников по всему миру. Предвкушение росло с каждым днем, перспектива снова увидеть фирменную химию Чонгука и Тэхёна вызывала неподдельный восторг. Их отношения, построенные на взаимной заботе и защите, продолжают вдохновлять многих, уча их пониманию, терпению и искренней поддержке. Связь Чонгука и Тэхёна развивалась органично на протяжении многих лет, она проявлялась в повседневных жестах и невысказанных договоренностях. Привязанность между ними становилась сильнее на расстоянии, преодолевая препятствия и жизненные невзгоды, и именно в этом заключается ее сила. Их возвращение на сцену 20 марта было больше, чем просто выступлением, это был шанс пережить заново особые, давно забытые отношения. Многие задавались вопросом, осталась ли искра, однако, оглядываясь на их путь, ответ, казалось, был написан в каждом маленьком моменте, который они разделяли. Чонгук всегда располагался рядом с Тэхёном определенным образом, дело не в привлечении внимания, а в том, чтобы Тэхён чувствовал себя в безопасности и окруженным заботой. Его поза, направление взгляда и даже едва заметные жесты, которые другие почти не замечают, раскрывают защитный инстинкт, возникающий неосознанно. Тэхён, с другой стороны, демонстрирует столь же искреннее принятие, он никогда не кажется неловким, когда Чонгук уделяет ему внимание. На самом деле, в этой близости Тэхён кажется спокойнее, расслабленнее, как будто присутствие Чонгука дает ему пространство для того, чтобы быть самим собой без бремени. Когда они на сцене, небольшие взаимодействия между ними часто остаются незамеченными, но для тех, кто обращает внимание, эти детали говорят о многом. Легкое прикосновение к руке, короткий взгляд, сопровождаемый легкой улыбкой, или шаг, скорректированный для поддержания ритма, демонстрирует давно сложившуюся эмоциональную координацию. Многие могут пытаться интерпретировать их отношения по-разному, но очевидна их последовательность. Год за годом эти жесты и внимание остаются неизменными, неподвластными популярности, плотному графику или постоянно растущему давлению индустрии. Когда один из них выглядит уставшим, другой всегда замечает это первым, будь то изменение выражения лица, позы или тона голоса, эта забота возникает рефлексивно, не из чувства долга, а как естественная реакция на человека, которого они глубоко понимают. За камерами и аплодисментами толпы Чонгук и Тэхён создали свое собственное безопасное пространство, эмоциональное место, где они могут опереться друг на друга, не боясь осуждения. Это пространство физически невидимо, но оно ощутимо в каждом взаимодействии. Такие отношения не развиваются за одну ночь, они строятся на доверии, терпении и общем опыте. Каждое испытание, с которым они сталкиваются как индивидуально, так и в составе группы, только укрепляет их существующую связь. В их отношении друг к другу чувствуется эмоциональная зрелость, Чонгук никогда не проявляет чрезмерной заботы, а Тэхён никогда не отвергает внимания. Этот баланс создает здоровую динамику, в которой оба отдают друг другу, не чувствуя, что теряют себя. Во многих случаях Чонгук кажется более внимательным, когда Тэхён находится в людном месте, его глаза часто следят за движениями Тэхёна, убеждаясь, что все в порядке. В свою очередь, Тэхён часто отвечает на это внимание легкой улыбкой или коротким, многозначительным прикосновением. Их недавнее физическое отсутствие друг от друга не уменьшило этого чувства близости, на самом деле, многие считают, что расстояние сделало эту связь еще более ощутимой. Накопившаяся тоска породила большое предвкушение момента воссоединения, которое они однажды разделят на публике. Для многих поклонников отношения Чонгука и Тэхёна служат напоминанием о том, что истинная близость не всегда нуждается в объяснении, ее можно просто почувствовать. То, что они демонстрируют, это не выдуманная история, а скорее отражение отношений, которые развивались органично. Связь между Чонгуком и Тэхёном также очевидна в том, как они поддерживают друг друга в условиях огромного давления, когда внимание общественности кажется чрезмерным, их близость служит эмоциональной опорой, которая помогает справиться со всем. Их присутствие само по себе снимает напряжение, не требуя слов, это молчаливое напоминание о том, что на этом пути они никогда не бывают по-настоящему одиноки.